Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и вы на канале Вязание Хобби. Сразу хочу заострить ваше внимание, что я сегодня буду говорить, это сугубо мое личное мнение. Это видео я записала в первую очередь для тех, кто хочет при вязании получить красивое изделие. Возникает вопрос, а зачем вязать, если вообще не радует результат? С другой стороны, не расстраивайтесь, если у вас не сразу будут получаться ровно петельки, ведь вязание, на мой взгляд, это хобби, поэтому тот, кто хочет научиться вязать действительно красиво, будет к этому стремиться. Сегодня я хочу ваше обратить внимание на две самые решающие составляющие ровного красивого вязания. Ну и я вам сразу скажу свой ответ. Это натяжение нити и, конечно же, расположение петель. Если провести опрос на эту тему, что же самое главное при ровном вязании, то ответы, на мой взгляд, будут следующие. Ответ «опыт» будет лидировать, но так ответят, скорее же, опять, это мое мнение. Именно те, кто либо вообще никогда не брал в руки спицы, либо те, кто учится вязать. А вот те, кто дружит со спицами давно, наверняка будут переводить еще какие-то свои доводы. И, конечно, они будут правы. Наверное, кто-то скажет, выбор спиц играет огромное значение. Да, это действительно так. Но мы знаем, что на этикетке пряжи всегда есть какие-то рекомендации, номер спиц в том числе. Однако не обязательно этого придерживаться. Смотрите, у меня связаны две вещи, которые абсолютно не соответствуют этим рекомендациям. Вот у меня шарф связан спицами номер 2. Ниточка довольно-таки толстая. Вот смотрите. Это Alize Puffy. 120 метров в 100 граммах. Это вот такой вот шарф. Он плотный. И еще раз говорю, это спица номер 2. Что касается вот этого пуловера, я его связала по пухнорке. И здесь у нас он связан разными спицами. Спицы номер 2 и номер 7, чередуя ряды. Так, то есть у нас получается вот такой вот интересный узор. А здесь я вяжу свитер теми спицами, которые рекомендовал производитель. Видите? Итак, что такое натяжение нити? Натяжение нити это касается вот этой ниточки, которая идет от указательного пальчика к нашему вязанию. Она должна быть натянута таким образом, смотрите, как струна. Так. И благодаря этому натяжению идет правильное ровное вязание. Так, и смотрите, что у нас получается. Ровные петельки у нас получаются на изнаночной стороне и на лицевой стороне, точнее, и на изнаночной. Кроме этого, я, конечно, обращаю ваше внимание еще на одно составляющее. Это то, что петельки, которые идут на спице, должны лежать друг к другу близко. Вот я говорю про эти петельки, вот эту вот первую и вторую. Они должны лежать друг к другу, находиться очень близко. И при вязании должны соскальзывать. Вот смотрите. Так. Мы свободно рукой это чувствуем. И работает у нас один указательный пальчик получается. То есть не надо чувствовать натяжение в руке. Рука у нас должна быть свободна. Потому что некоторые вяжут и устают. Для того, чтобы ниточку регулировать, у каждого из нас есть свой способ захвата петель. У меня он следующий. Я беру ниточку в работу. Так, обвиваю 2 раза мизинец. Дальше эта ниточка идет через ладонь и на указательный пальчик. 2 раза, иногда даже 3. И вот таким образом, смотрите, что у меня на руке. Такое вот что-то непонятное, но это, в принципе, не такое сложное. Если вы сделаете несколько раз, вы обязательно это запомните. И, может быть, вы таким образом будете захватывать ниточку.
Для меня этот способ очень удобный. Так, вот еще раз показываю, что у меня на руке. И таким образом я дальше вяжу. Петельки должны быть близко расположены друг к другу и должны прямо скользить. Так, никакой растянутой петли у нас не должно быть нигде. Если вы растягиваете ее, образуется дырочка. И петли тогда становятся совсем неровные. Для себя я сделала такой вывод. Самое главное в вязании, для того, чтобы оно было ровное и красивое, это натяжение вот этой ниточки и расположение петель близко друг к другу. И вот эти вот, они тоже должны ровненько лежать к спице. Ответ на вопрос, можно ли вязать красиво, конечно, можно. Научиться этому можно. Но, конечно, в этом нужен опыт. Чем больше вы будете вязать, тем будут у вас ровные, красивые петельки. И я вам желаю этого добиться. Всем спасибо за просмотр. Если вам была эта информация полезная, нажимайте пальчик вверх. И спасибо за внимание.